Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Russia. Около 15 лет мы занимаемся спортивным питанием. Сегодня у нас будет интереснейший обзор. Много очень людей просило протестировать этот продукт. Много людей ждали отзыв об этом продукте. Ну что же, цитрулин от компании Genetic Lab, всем известной российской компании. Тестировали его довольно-таки долго, наверное, около 2 месяцев, может быть даже побольше. Допили почти всю банку, вот столечко там осталось. Значит, вот так вот он у нас выглядит. Такой рассыпчатый у нас цитрулинчик, такая мерная ложка у них. Значит, погнали. Итак, цитрулин от Genetic Lab. Мерная ложка у них вот такая. Вот по заверениям производителя, она у них 2,5 грамма. Вот тут вот они указывают, но мы замеряли мерную ложку, оказалось, что это не так. Мерная ложка 3 грамма, ссылка на видео будет выше. Поэтому принимали ее в дозировке не 5 грамм, как он действует, а 2 мерные ложки, то есть получалось итого 6 грамм. Кстати, по поводу приема очень много непоняток, и даже многие люди спорят и говорят, вы что, с ума сошли по 5 грамм пить? Нужно же по 500 миллиграмм пить. А все почему? Потому что некоторые производители, в том числе и Genetic Lab, рекомендуют пить по 1/5 мерной ложки, что равно 500 миллиграммам. То есть они рекомендуют пить 500 миллиграмм цитрулина. Естественно, в такой дозировке цитрулин не работает, это просто перевод денег. Почему производители так пишут, тоже мы сняли ролик отдельный, рассказали об этом, ссылка будет выше. Итак, значит, пили перед каждой тренировкой за 30 минут на полупустой желудок, все как положено, по 2 мерные ложки, то есть 6 грамм цитрулина. Пили в течение 2 месяцев. И что же у нас получилось? Пьем 6 грамм, ничего не чувствуем. Пьем на следующую тренировку 6 грамм, опять ничего нет. Еще 6 грамм, опять ничего нет. Решили увеличить дозировку. Увеличили до 3 мерных ложек, то есть 9 грамм цитрулина. Опять никакого эффекта. Либо эффект настолько мал, что он сопоставим с эффектом плацебо. То есть, ну, как будто бы чуть-чуть вот что-то есть. Как, знаете, говорят, вроде что-то есть, а вроде и не работает. Вот такой же эффект. Стали увеличивать дальше. 4 мерных ложки, 12 грамм. Опять ничего. 15 грамм, ничего. 18 грамм, ничего. Дошли до 21 грамма, 7 мерных ложек. Никакого результата. Стал смотреть комментарии, которые люди написали в теме по поводу замера мерной ложки. Большинство людей писали, что цитрулин не рабочий. Думаю, ну не может быть такого, что производитель выпустил полную пустышку. Перетряс банку. Опять начал снижаться. 12 грамм, 15, 9, по-всякому, как только можно было. Тестировал. Ничего, никакого эффекта. Хотя перед этим я достаточно отдохнул времени от цитрулина. То есть до того, как начал принимать Genetic, до этого другой цитрулин принимал за месяц. То есть месяц отдыха был от цитрулина. Никакого речи ни о каком привыкании вообще не может идти. Ну, думаю, ну дай-ка протестирую на другом человеке. Со мной вместе ходит заниматься девушка, профессионал в фитнесе. Дал ей для начала 6 грамм. Никакого эффекта. На следующую тренировку 9 грамм. Никакого эффекта. На следующую тренировку 12 грамм. Причем делала она бицепс-трицепс. То есть это самые такие упражнения, на которых можно отлично прочувствовать эффект пампа. То есть никакого эффекта пампа, которого должно быть от 12 грамм цитрулина, вообще не было. Больше 12 грамм она уже не захотела пить. Сказала, я не буду пить непонятно что. Вот. Получается вот такая вот ерунда у нас. Дальше опять я его начал тестировать, уже перетрясывал банку. Пробовал ходить на тренировку с ним, без него. Опять повышал, понижал, опять доходил до 21 грамма. Ничего, никакого эффекта пампа от него нету. Таким образом, что у нас получается по этому продукту? Продукт полностью пустышка. Здесь, возможно, и содержится яблочная кислота, потому что он в принципе кислый и довольно-таки сильно кислый. То есть что-то среднее, наверное, между цитрулином от Bifrost, который был, наверное, самый кислый из всех, что я пробовал, и, например, тем же Макслером. То есть по кислине достаточно мощный. То есть яблочная кислота здесь явно есть. Но самого цитрулина здесь нету. Либо что-то добавлено другое вместо него. Поэтому по итогу, по этому продукту, продукт абсолютно нерабочий. Это полная пустышка. Это первый раз я вообще такое встречаю.
Интересно было ваше мнение в комментариях под этим роликом. Может быть, кто-то пробовал, что-то с него почувствовал. Может быть, у нас представители Genetic Lab, которые под каждым роликом пишут, что их продукция классная. Может быть, они здесь прокомментируют, почему продукт их полная пустышка. Но по итогу не рекомендую. Сам покупать это я больше не буду. Все по этому продукту. Все, остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока.